Здравствуйте, меня зовут Елена Мальцева, и сегодня я вам покажу дизайн с флористическим произвольно-фантазийным мотивом. Мы будем использовать гелевые пасты и гелевый лак для работы. Для начала нанесем фон вот таким вот солнечным желтым оттенком. Достаточно одного слоя, после чего просушиваем типс в лампе 30 секунд. Пока типс находится в лампе, мы можем подготовить необходимые для дальнейшей работы оттенки. И я хочу взять голубой цвет, хочу взять цвет фуксии или малиновый. Могу взять фиолетовый. Ну и, наверное, в данном случае мне достаточно. В среднем вы можете использовать 2-3 цвета на ваше усмотрение. Далее, для удобства дальнейшей работы я либо снимаю липкость с поверхности типса, либо использую матовый топ для того, чтобы обеспечить типсу матовую поверхность и убрать липкие слои. Просушиваю 30 секунд. Для того, чтобы мне было удобнее развести до нужной мне консистенции пасту, я добавляю везде небольшое количество глянцевого топа, чтобы паста стала более податливая, более удобная для работы. Через 30 секунд достаю типс из лампы и делаю следующие манипуляции. Мне нужно сделать некие подмалевки для моих будущих цветов. В этом мне поможет сначала фиолетовый цвет. Далее мне в этом поможет жидкость для снятия лака и обычная художественная кисть 2 или 3. И далее с помощью этой кисти я слегка растаскиваю пасту, придавая ей размытый эффект в тех зонах, где я хочу получить бутоны или готовые цветы. Вот таким образом. Работа с фиолетовым цветом меня уже устраивает, и я помещаю этот этап в лампу на 30 секунд. Дальше, в зависимости от моей фантазии, я могу то же самое сделать с голубым цветом. Тут уже смотрите, какой кисточкой вы добавляете. Все зависит от того, насколько крупные, мелкие, тонкие или более грубые детали вы хотите воспроизвести. В данном случае меня вполне устраивает моя 2. Сначала я наношу цвет, протираю кисть об салфетку и уже чистой кисточкой, точно так же, как с фиолетовым, повторяю манипуляции с голубым цветом, там, где считаю нужным. Помещаю также в лампу на 30 секунд. Ну и последним сегментом в этом этапе я использую малиновый оттенок. Опять же, в тех зонах, где считаю необходимым
согласно своей задумке, добавляю этот цвет. Вполне подойдет, опять же, двойка. После чего я немножечко как бы разбавляю по поверхности, размазываю, втираю этот оттенок кисточкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Вот такой вот интересный подмалевочек у меня получается, который я тоже просушиваю 30 секунд. Далее мне понадобится белая паста для того, чтобы прорисовать контур. Выдавливаю небольшое количество и разбавляю пасту с обычным прозрачным топом. При желании я могу придать пасте легкий сиреневый, голубой или розовый оттенок одного из тех цветов, которые я использовала ранее. Беру типс из лампы и теперь начинаю прорисовывать цветы методом контурирования. Здесь уже вы можете использовать то видение, которое вы сюда закладываете как художник. Вы можете создать более острые листики, можете создать более округлые листики. Используйте те мазки, которые были созданы раньше, просто как основу для дальнейших прорисовочек. Какие-то сегменты лепестков можете вовсе не обводить, так и оставить их слегка размытыми, а какие-то можете обвести довольно четким контуром. Возможно, вы хотите создать абсолютно фэнтезийные цветы, а возможно, вы хотите передать мотив какого-то известного в природе цветка. Тут опять же ваша полная фантазия, как вам заблагорассудится. Начало в любом случае вот то, которое я вам показала. Хорошо, я думаю, что я на этом этапе сейчас остановлюсь. Он такой пока еще немножко небрежный, потому что не окончательный. Весь финал будет на последнем этапе. Я даже могу запрограммировать какое-то количество стартовых веточек, которые потом будут дополнены в финальной прорисовочке. Тоже согласно вашему почерку вы можете сделать веточки вензеля, можете сделать веточки с листочками, как вам нравится. Просушиваем этот этап 30 секунд. Следующий этап мы покрываем типс топом, обычным глянцевым топом. И опять просушиваем 30 секунд. На последнем этапе нам понадобится уже чистая паста, белая, без каких-либо добавлений цвета. Делаем ее более жидкой, но все же довольно густой. И окончательное контурирование выполняем как окончательный финальный рисунок, то есть уже довольно тщательно стараемся, прорисовываем все необходимые элементы, все необходимые детали, так как уже другого шанса что-либо дополнить у нас не будет. Теперь вы понимаете, почему на предыдущем этапе не обязательно было чрезмерно аккуратничать, потому что существуют еще
вот этот вот финальный этап, дающий возможность усилить, улучшить, дополнить, усложнить те сегменты деталей, которые были заложены в первой прорисовке. Здесь у вас есть шанс исправить какие-то, может быть, не слишком аккуратные линии или закрыть их последующими. Так, ну и очень важный момент, что даже те детали, которые выглядят довольно светлыми, но находятся внизу под слоем топа, никогда не будут выглядеть ярче тех элементов, которые вы будете наносить, как я сейчас, сверху. Здесь уже окончательно фиксируете рисуночек в том необходимом количестве, которое задумали. Вы знаете, я сейчас это буду все присыпать также акриловой пудрой, которая при вот такой прорисовке, которую я делаю сейчас, дает эффект шитья. И если вы хотите изначально и намеренно его получить, то можно весь периметр вот такого вот флористического рисуночка вышить тоненькими линиями, и у вас будет эффект необычного, очень красивого фактурного вышитого материала. Вот такие возможности нам дают прорисовочки с помощью тонких линий. И обратите внимание, что фактически результат мы получаем не столько за счет качества цвета, которое мы закладываем внизу, а за счет качества прорисовки. Ну и финальный штрих тоже на ваше усмотрение, если есть желание. Это может быть несколько точек дотсом для создания эффекта пыльцы, но совсем немного. На финальном этапе, до того, как вы помещаете типс в лампу, следует присыпать всю поверхность акриловой пудрой. Эта техника называется присыпка, и пудра здесь используется либо прозрачная, либо прозрачно-розовая. Убедившись в том, что вся поверхность присыпана, стряхиваете излишечки и помещаете в лампу на 30 секунд. Убедившись в том, что типс просох, мы протираем излишки пудры салфеточкой, смоченной в жидкости для снятия лака или в клинсере. Таким образом мы получаем бархатный рельеф, который очень носибелен, и при необходимости вы можете чистить это все, или ваша клиентка может чистить это все влажной, смоченной в каком-либо моющем средстве салфеточкой, или даже просто влажной салфеткой, которую многие носят в своих сумочках. Спасибо за то, что посмотрели мой мастер-класс. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч!